Всем привет! Вы на канале Дело мастера Бориса. Сегодня мы будем менять нагревательный тен для воды. Он имеет такой внешний вид и потек. Необходимо разобраться, в чем же причина протечки. И если он протек в нерегулируемом месте, неремонтируемом, придется поменять. Тен фирмы Гейзер имеет внутри бак на 10 на 50 литров. Снаружи наружная оболочка и пенополиуретановая прослоечка для утепления. И сейчас, если мы давление сбросили, можно поднять давление и посмотреть на его поведение. Видно, что течь идет снизу. Значит, это говорит о негерметичности внутреннего бака. Если бы была протечка в районе крепления терморегулятора, здесь возможно была замена прокладки, что-то можно было сделать. А в этом случае придется снимать и ставить другой. Итак, для того, чтобы снять этот тен, необходимо в первую очередь слить воду из него, сбросить давление. Для этого открывается кран подачи горячей воды и открывается смеситель. Избыточное давление будет сброшено через него. Вот давление избыточное выходит. Откручиваем заземление для удобства. Здесь оно подключено отдельно, не через розетку. Отсоединяем два провода подключения контрольной лампочки. Здесь не просто надеваются такими разъемчиками круглыми. И можно пока защитную крышку убрать, чтобы она не мешала работе. Соединяем провода подвода к пятисту. Крышка нам уже мешать не будет. Перед нами регулятор температуры. И больше ничего нет, ничего не мешает. Откручиваем две гайки хомута подвода воды. Придерживая основную трубу от поворачивания, газовым ключом откручиваем весь кран в сборе с муфтой. Он вышел со своего места. Значит, здесь вода не потекла, потому что стоит обратный клапан, который не дает горячей воде уходить в систему холодного водоснабжения. Теперь откручиваем обратный клапан. Пока не открыт кран горячей воды, вода отсюда сильно течь не будет, поэтому нет опасности затопить соседей. И теперь при открытом кране смесителя в ванной можно приоткрыть кран горячей воды. Теперь ждем, пока вода из бойлера стечет в ведро. Наконец вода вытекла, и можно приступить к отсоединению крана горячей воды с трубопроводом. Включаем кран горячей воды, также фиксируя трубопровод от проворачивания, потому что может на своих стыках он повредиться. Кран отсоединен. Теперь осталось только снять бойлер со своих крюков и заменить его новым. Чутка тянем вверх и на себя. Вот. Бойлер снят. В этом тене нагревательный элемент снимается, а все остальное запрессовано по кругу, поэтому бак у него замене не подлежит. Вот такой мы купили. Водонагреватель фирмы Концепта, 1200 Вт мощность, 1,2 киловатта. Этого достаточно для нагревания такого небольшого объема воды 30 литров. Смотрим в комплектацию. Здесь инструкция, даже на русском языке. Все понятно, разборчиво, гарантийный талон. Идет обратный клапан новый. На старых же у нас
Поржавел немножко. Все, в принципе, регулятор идет снизу. Можно регулировать, не снимая пластмассовой крышки, температуру. Будем пробовать поставить его на свое место. В первую очередь необходимо повесить бойлер на стену, а затем приступить к подключению всех контактов. Итак, приступим. Бойлер установлен на свое место. Видно, что на двух крюках сзади. Старые как раз подошли. Теперь снимаем заглушки на выходах бака. И можно приступить к подключению воды. Герметизация я буду использовать обычную паклю и герметик, которым смажем эту паклю после намотки. Наматываем паклю по часовой стрелке тонким слоем. Избыток здесь тоже неприемлем. Во всем должна быть мера. На таком ракурсе. Промазываем герметиком. Совсем немного. Он выполняет роль смазывания резьбы и герметизации. Со временем не высыхает. Стараемся, чтобы не попало ничего в трубу. Мы приступим к накручиванию крана на свое место. Здесь тоже важно не перетянуть и сделать так, чтобы Вентиль смотрел на нас. Сначала рукой направляем и в дальнейшем надо затянуть ключом. Для удобства работы с ключом необходимо снять пластмассовую крышку, которая крепится на двух саморезах с одной и с другой стороны. При подключении крана холодной воды не забываем поставить обратный клапан, потому что если его не поставить, ваши соседи будут ругаться на горячую воду в унитазе. Сначала необходимо взять его и накрутить без фумы или пакли, для того, чтобы определиться с количеством оборотов. Если мы сильно затянем, резьба врежется в эту пластмассовую втулку, и, возможно, он перестанет функционировать. Поэтому считаем количество оборотов, сколько нужно сделать для того, чтобы не сорвать эту пластмассовую втулку. 1, 2, 3, 4, 4. Больше крутить нельзя. Намотав паклю и смазав герметиком, накручиваем. 1 оборот, 2, меньше можно, больше нельзя. Если будет на 3 оборотах идти сопротивлением, значит уже хватит. У меня 3,5 оборота. Из 4 этого вполне достаточно для надежной фиксации. Вот подмотана пакля. Необходимо закрутить кран. Очень аккуратно, чтобы ничего не повредить. Расстояние между выходами одинаковое во всех котлах, поэтому нам легче с этим работать. Краны установлены. Все на своих местах. Теперь можно проверить герметичность всех стыков. Открываем краны. Пока протечек нет. Очень важно не перетянуть кран, потому что если он выполнен из тонкого металла, то возможно появление трещин. И придется покупать новый кран. Также если у вас идет переход между желтым металлом и белым,
то в этом случае допускается применение только подмотки из фахли, потому что фума в этом случае будет неэффективна. После проверки герметичности водопровода необходимо приступить к подключению электрической части. Здесь внизу на терморегуляторе есть два винтика для крепления провода питания и два выхода для крепления контрольной лампочки, которая сигнализирует о работе или выключении бойлера. Также для заземления бойлера есть специальный болт и винт. Подсоединяем провод питания. Провода питания установлены. Теперь необходимо подключить заземление к этому болтику. Остался завершающий этап. Это установить защитную крышку с подключением лампочки, сигнализации работы этого аппарата. В следующем этапе подключаем лампу к своим выводам. Здесь есть два отверстия, в которые вставляем контакты провода лампочки, и необходимо завести телепровод питания в разъем и прикрутить крышку к бойлеру, предварительно выставив этот кружочек, который должен заходить в рычаг регулировки температуры. Крышка фиксируется двумя саморезами на прежнее место. После этих нехитрых манипуляций можно приступить к проверке бойлера, как же он греет. Включаем в розетку. Подключаем бойлер в розетку. Питание засветилось. Температуру примерно сейчас выставим на середину. Не очень мало, не очень много. Если мы крутим против часовой, это на уменьшение, по часовой на добавление. Примерно ставим на середине. Прошло полчаса и проверяем. Вода бежит теплая, значит все сделано правильно. После того, как бойлер наберет температуру, лампочка питания погаснет. Это будет говорить о том, что температура уже есть. И выставим, сколько нам нужно. Это делается легко и просто, каждым домашним мастером. Замена бойлера не тяжелое дело и доступно всем. Ставьте лайки, пишите свои замечания и комментарии. Будьте с нами. Всем пока.